Кага впечатлен тем, что игра идеально воссоздала его жалкое «я». Насколько это печально. Он все еще одет в тот же спортивный костюм, который, вероятно, носил несколько дней подряд, и в довершение всего он даже босиком. Но каким-то чудом он замечает какие-то сандалии в углу конюшни. И, конечно же, он снова использует свой драгоценный навык распознавания, чтобы понять, что это на самом деле сандалии. Но знаешь, что на самом деле скрежещет моими шестеренками? Этот Вайнер Кага жалуется на то, что замена снаряжения лучше работает в какой-то дурацкой игре, где можно просто нажать кнопку, а не в виртуальной реальности мир. Кага чувствует себя немного виноватым за кражу чужого снаряжения. Судя по всему, этот парень удачно запомнил, что выбирал какое-то дополнительное снаряжение, и благодаря своему драгоценному навыку идентификации он находит меч под названием Дюрандаль, спрятанный под стогом сена. Я думаю, мы должны быть поражены его удивительной удачей, Хаб. Так что этот меч из Дюрандаля, по-видимому, является первоклассным оружием с огромной атакующей мощью, как будто это может произвести на нас впечатление. У него даже есть способность поглощать HP и MP. Потому что, очевидно, эта игра хочет держать тебя за руку и сделать все проще для тебя. И давай не будем забывать о таком захватывающем перерыве в произнесении заклинаний. Ой, смотри, Кага также нашла маленький необычный аксессуар под названием Кольцо решимости. Это увеличивает его атакующую мощь и делает его сильнее. Но нет, бедный Кага понятия не имеет, как работает виртуальная реальность. Он просто бродит по этим так называемым диким землям, ожидая опасности и волнений. Но что же он получает? Разочарование. Потому что, конечно же, поросшие травой поля такие мирные и скучные. И вот теперь этот гений решает спрятаться за конюшней, потому что слышит, что поблизости кто-то есть. Мимо проходят два человека, житель деревни 5 уровня и фермер 15 уровня. Но подожди, вдалеке что-то происходит. Кага снова использует свой навык идентификации и делает вывод, что игра начинается с нападения бандитов. Вау, какая гениальная дедукция. Он сомневается, что с жителями деревни все будет в порядке, хотя они примерно того же уровня, что и нападавшие. Ох уж это напряжение. Выживут ли жители деревни? Предупреждаю о спойлере. Скорее всего, нет. И давай не будем забывать о бандитах. Самый высокий среди них вор 41 уровня по имени Хьюго. Он вооружен железным мечом, железными доспехами, кожаными сапогами и воровской спиндонной. И вот мы начинаем битву. Сюрприз, сюрприз, бандиты быстро одолели жителей деревни, как и предсказывал Кага. Но подожди. Кага видит возможность нанести маленький подлый удар в спину. Он сжимает свой дюрандаль, готовый сделать свой ход. Его сердце выпрыгивает из груди, вероятно от волнения, что он наконец-то сделал что-то хоть отдаленно интересное в этом жалком подобии игры. И что же будет дальше? Каге удается перерезать Хьюго шею насквозь, отчего кровь брызжет во все стороны. Но Кага, судя по всему, мастер кёнда. Он безжалостно уничтожает бандитскую группировку, и даже их слабые попытки сбежать оказываются тщетными. Все они становятся просто очками опыта для этого мальчика. И что же он получает за свои усилия? Всего один паршивый уровень. О, как это разочаровывает. Но не бойся. Ребята, теперь он деревенский житель 2 уровня, вор и герой. Староста деревни по имени Самара очень благодарен Каге за то, что он спас их. Он даже приглашает Кагу к себе домой в любое время. Так что, естественно, этот мальчик решает помочь ему, и его отводят в сарай. А что Самара показывает Каге в этом сарае чудес? По-видимому, это трофеи, полученные в битве. Каге сказали, что все, что там находится, принадлежит ему, за исключением жалких пожитков двух бандитов, которых победили жители деревни. Кага заметил бандану и подумал, что это, возможно, та самая драгоценная бандана вора, которую носил Хьюго. Сюрприз, сюрприз, это всего лишь обычная бандана. Но не бойся, староста деревни заверил его, что он быстро разберется с этим. А пока Кага будет жить в приготовленной для него комнате. Уставший маленький мальчик решает, что пришло время выйти из игры. И что же происходит? Он пытается выполнить каждый вызов, который обычно завершает сеанс. Но угадай, что именно. Ничего не работает. Начинается паника, и Кога отчаянно пытается открыть любое возможное меню. Но нет, даже если он кричит, пусть это прекратится. Это ни черта не помогает. Реальность обрушивается на него, как тонна кирпичей. Он застрял в игре и не может вернуться в реальность. И пока он пытается смириться со своей новой реальностью, Самара любезно приносит ему горячую воду, чтобы вытереться. Староста деревни даже приносит новую одежду, потому что, очевидно, грязная одежда Каги просто невыносима для него. Но подожди, Кага, посмотри на свою руку. Она вся в крови бандитов, которых ты убил. Это такое очаровательное зрелище. И знаешь что? Эти бандиты были не просто игровыми персонажами, они были настоящими людьми. И вот Самара уходит, оставив Кагу застывшим на месте. Как драматично. Но не волнуйся, Кага, староста деревни любезно напоминает тебе сообщить ему, как только ты закончишь переодеваться. Потому что это определенно самый неотложный вопрос на данный момент. Кага рад, что ему удалось испытать радость убийства так рано. Он решает прожить свою жизнь в этом мире так, как если бы это
это была его истинная реальность. А потом проходит некоторое время, и Самара приводит жителя деревни, который поменял банданы местами. Как это волнующе. Он спрашивает Кагу, каким должно быть наказание для этого человека. Как будто у этого мальчика есть какое-то право решать. Держа в руках драгоценную бандану вора, Кага позволяет старости деревни следовать их обычаям. Но Самара кажется встревожен этим открытием. Оказывается, их традиция заключается в том, чтобы обращать воров в рабов и продавать их. Половина вырученных средств идет пострадавшему, а другая половина семье, потерявшей своего работника. Самара великодушно передает Каге разведывательные карты бандита. Судя по всему, все их награды, если таковые имеются, теперь принадлежат и ему. Но, конечно, чтобы забрать их, тебе нужно отправиться на ночную станцию в городе Вейл. На следующее утро Кага отправляется в путь в экипаже, щедро снабженном всем необходимым и даже больше. И довольно скоро в сопровождении Самары он прибывает в оживленный городок Вейл. Люди со всей округи собрались на этот базарный день, чтобы продать свои товары. Направляясь на ночную станцию, Кага встречает потрясающую красавицу. Она вручает ему награду за 2 бандитов, но для подтверждения оплаты требуется его интеллект-карта. Мальчик нерешительно протягивает руку, не уверенный в том, что произойдет. Но, к счастью, заклинание призыва старосты деревни в конечном итоге открывает интеллект-карту Каги. И что же происходит дальше? Леди Холодной Ночи бросает ему его награду и уходит обратно. Кага решает исследовать небезопасные районы города, потому что это всегда блестящая идея. И что же он там находит? Он заинтригован внезапной переменой атмосферы. Но, конечно же, Самара, староста деревни, советует ему держаться подальше от борделей в этих краях. Но слушает ли его Кага? Конечно же нет. Вместо этого он начинает воображать все то, чем он мог бы там заниматься. Но, увы, его маленькую фантазию прерывает никто иной, как Самара собственной персоной. Они прибыли в особняк работорговца. Внутри их встречает хозяин дома Алан. Алан извиняется за то, что немного опоздал, утверждая, что был занят из-за недавно появившегося лабиринта. Кага впечатлил Алана своей героической историей о том, как он в одиночку победил бандитов. В качестве награды он получает целых 30 нар за раба. Самара забирает долю деревни и прощается с мальчиком. И вот его спутник уходит, оставляя бедного Кагу ошеломленного неизвестностью. Но Алан приглашает Кагу вернуться для обсуждения. Кага соглашается, и его отводят в комнату, обставленную дорогими вещами. А что Алан обсуждает с нашим дорогим искателем приключений? Ну, он спрашивает, заинтересован ли Кага в покупке рабов. И не просто рабов, заметьте, а хороших рабов. О, какое искушение! Но не бойся. Кага берет себя в руки и понимает, что он должен сопротивляться таким побуждениям. Несмотря на то, что его соблазняет предложение купить рабыню, ему удается взять себя в руки и устоять перед искушением. Но что же мы здесь имеем? Как только он сопротивляется, ему подает чай сладострастный мужчина по имени Роксана. Воин-зверь 6-го уровня, не меньше. Кага не в силах сдержаться, очаровывается ее привлекательностью и великолепной фигурой. Это совершенно предсказуемо. Он даже заходит так далеко, что называет ее самой красивой женщиной в мире. Алан, хозяин дома, видит, что Кага увлечен Рокси и использует ситуацию в своих интересах. Он пытается продать камни Каге. Однако у Каги, как у вдумчивого человека, возникают вопросы по поводу отношений хозяина и рабыни. Он интересуется, предает ли когда-нибудь раб своего хозяина. В ответ предатель успокаивает его, говоря, что раб должен следовать за своим хозяином даже в могилу, поскольку вся его жизнь связана с ним. С другой стороны, если раб решает сбежать, он понижается до статуса бандита. Алан также рассказал, что Роксана – волчья шкура, а это значит, что она не может размножаться с человеком. Он даже заметил, что она была бы полезна в лабиринте, похвалив ее интеллект. И как будто этого было недостаточно, Алан добавил, что Роксон соглашается танцевать по ночам. Наконец, завершая свою рекламную речь, Алан спрашивает Кагу, каким будет его следующий шаг. Мальчик, несмотря на свои первоначальные сомнения, в конечном итоге решает купить Роксану, так как считает, что она все равно скоро станет чьей-то другой. Изначально Алан, хозяин дома, назначил цену в 600 нар за Роксану. Однако вскоре он снизил ее до 422,8 нар. Несмотря на снижение цены, Когер понимает, что не может себе этого позволить, и его начинают выпроваживать. Но затем он снова обращает свой взор на Роксану. Внезапно передумав, Алан дает Каге 5 дней на сбор необходимых средств. Он также сообщает Роксане, что мальчик похож на нее. Когда Роксана здоровается с Кагой, он становится более решительным, чем когда-либо, чтобы собрать деньги на ее покупку. Кага не знает, откуда возьмутся деньги, но он клянется, что сделает Роксану за 5 дней. Кага потратил несколько дней на измельчение, и теперь ему нужно всего 70 нар, чтобы купить Роксану. Помня слова Алана, он подумывает о том, чтобы отправиться в лабиринт. В этом мире искатели приключений исследуют опасные места и убивают демонов, чтобы приобрести ценные предметы, которые затем могут продать с прибылью. Для тех, кто уверен в своих силах,
лабиринты могут стать гарантированным источником дохода. Однако заработать большие суммы денег за короткий промежуток времени чрезвычайно сложно. Охота за наградами также не стоит такого риска, поскольку Кага сам станет мишенью. Поразмыслив над этим, мальчик приходит к выводу, что отправиться в лабиринт – это в конце концов его лучший вариант. Прежде чем отправиться в путь, он использует навык перезагрузка персонажа, чтобы временно спрятать свое мощное оружие Дюрандаль, чтобы предотвратить его кражу. Кага не хочет, чтобы кто-то забрал оружие, в которое он вложил 63 очка за 2 раза. После покупки ятагана с пустым слотом для навыков и некоторого защитного снаряжения, Кага наконец добирается до входа в лабиринт. Он переоборудует Дюрандаль, свое мощное оружие, и храбро направляется внутрь, на первый этаж лабиринта долины. Оказавшись внутри, Кага осматривает свои рабочие места и понимает, что теперь у него новая роль исследователя. Помимо того, что он сельский житель, вор и герой, работа исследователя дает ему уникальные навыки и эффекты. Он пользуется ящиком с предметами, которые ему выдали как исследователю, и хранит в нем свой ятаган. Как исследователь, Кага также получает способность прогулка по подземелью, которая позволяет ему быстро перемещаться по ограниченному количеству мест в лабиринте. На мгновение почувствовав себя подавленным, Кага продолжает свое путешествие и сталкивается с нападающим на него монстром из игольчатого дерева 1-го уровня. Однако он легко расправляется с монстром без особых трудностей. Когда появляется второй монстр, Кага решает поэкспериментировать с мастерством героя. Он называет это ошеломляющим. Когда он использует это умение, либо монстр замедляется, либо сам Кага становится быстрее. В любом случае, Кага получает невероятное преимущество над своим противником. Когда Кага замахивается своим оружием, чтобы прикончить монстра, он внезапно теряет всякое желание что-либо делать. Однако спустя несколько мгновений он огрызается и разрубает древесину игл. Он понимает, что эти моменты депрессии являются результатом того, что его член парламента падает. К счастью, способность Дюрандля поглощать член парламента восстанавливает его член парламента до нормального уровня, приводя его в чувство. Осознав это, Кага решает не слишком полагаться на заклинания и готовится к битве с остальными обитателями игольчатого леса. После того, как за день он убил 21 зверя, Кага продает остатки монстров, но получает всего 273 нара. Даже при 30% увеличении продаж становится очевидным, что убийство монстров не является для Каги практичным способом заработать достаточно денег, чтобы купить Роксану. На следующий день Кага встает пораньше и использует бонусное заклинание телепортации, чтобы отправиться в лабиринт. Однако по мере того, как он продолжает уничтожать игольчатый лес, его здоровье начинает снижаться. Постепенно уставая, Кага смиряется с тем фактом, что купить Роксану будет невозможно, если он будет продолжать в том же духе. Единственным положительным результатом является то, что ему удалось повысить свой уровень. Привалившись к стене, чтобы отдохнуть, Кага размышляет о том, чтобы спуститься на более глубокий уровень подземелья. Один из кирпичей отодвигается и открывает потайную комнату. Он видит вдалеке искорку и задается вопросом, не наткнулся ли он на тайную сокровищницу. Однако вместо сокровищ он находит сломанный меч. Когда он приближается к нему, дверь за ним закрывается, запирая его внутри. К его ужасу появляется орда игольчатых деревьев, окружающая Кагу. Он понимает, что наткнулся на логово монстра. Сражаясь с огромным количеством чудовищ, Кага начинает беспокоиться, что может погибнуть. В отчаянной попытке спастись он пытается использовать прогулку по подземелью, но это не срабатывает. Воодушевленный убеждением, что его поражение в этой реальности будет означать его смерть, Кага бросается вперед как сумасшедший, сражаясь с ордой игольчатых лесов. Используя способности Дюранделла к поглощению МП и HP в сочетании с подавляющим умением, Каге удается выжить под натиском монстров. Выживший Уилд одерживает победу над монстрами, и Кага празднует свою победу. Затем он выходит из лабиринта, унося с собой боевые трофеи. Когда он приближается к западным воротам замка Вейла, он замечает большую суматоху вокруг мертвого бандита, у которого не хватает рук. Когл узнает, что эти бандиты, которые ранее были изгнаны из города и убиты в другом месте, вернулись, чтобы отомстить. Услышав, как люди говорят о щедрости, Кейджер понимает, что нет смысла рисковать своей жизнью в лабиринте, если он может столкнуться с опасностью в другом месте. Полной решимости добыть камни, несмотря ни на что, Кага решает стать охотником за головами. Решив стать охотником за головами, Кага проверяет настройки своей работы и понимает, что получил 3 новые профессии – воина, мечника и торговца. Несмотря на их сильные навыки и эффекты, Кага решает оставить исследователь, герой и вор 3 своими основными профессиями. Как он считает, этот состав будет наиболее эффективным для того, что ждет нас впереди. На следующий день Кага обходит город, используя навык идентификация, чтобы найти бандитов, но у него ничего не получается. До покупки Роксаны осталось всего 3 дня, и до него доходят слухи о том, что бандитов убирают одного за другим. Этих бандитов ранее изгнали из трущоб на север.
Желая посмотреть, остались ли там какие-нибудь остатки бандитов, Кага направляется в том направлении. В трущобах, куда ранее были изгнаны бандиты, условия жизни очень плохие. Мальчик по имени Кага считает, что одна только вонь вызывает отвращение. Понимая, что бандиты не стали бы разгуливать по округе средь бела дня, Кага решает вернуться обратно и вернуться ночью. Он достиг такого прогресса, что даже многократное использование телепортов больше не вызывает у него депрессии. С наступлением ночи Кага покидает ресторан, где он остановился, и отправляется в город. Бродя по окрестностям, он случайно натыкается на квартал красных фонарей во всей его красе. Несмотря на окружающие его соблазны, Кага делает все возможное, чтобы избежать их, и в процессе ему удается обнаружить бандита. Кага следует за бандитом, которого он заметил, обратно в трущобы и обнаруживает группу бандитов, охраняющих одноэтажный дом. Один из бандитов упоминает Хьюга, лидера бандитской группировки, которую Кага ранее разгромил. Желая собрать больше информации, прежде чем предпринимать какие-либо действия, Кага решает вернуться. На следующую ночь Кага следит за передвижением бандитов и замечает, что разные группы избегают взаимодействия друг с другом необычным образом. Он видит в этом возможность и возвращается в ресторан, чтобы выработать стратегию. Владелец ресторана сообщает ему, что различные бандитские группировки ведут борьбу за власть, в результате чего они убивают друг друга. Когда Кага ложится спать, он задается вопросом, не проще ли было бы поговорить с бандитами вместо того, чтобы напрямую вмешиваться в их дела. Однако из-за мыслей о Роксане он слишком нервничает, чтобы как следует выспаться. Поэтому он решает начать свою миссию пораньше. Остался всего один день до того, как Кага сможет купить девушку, которую он желает. Он держит в руке бандану вора и пытается продать ее бандиту, охраняющему дом. Штаб-квартира в обмен на информацию о Хьюга. Поскольку босс бандита в данный момент спит, он приглашает Кагу в свою комнату. Однако, как только они входят в закрытое помещение, бандит неожиданно нападает на Кагу и крадет его ятаган. Бандит угрожает убить Кагу, который теперь безоружен, но в итоге погибает сам. Кага берет руку бандита в качестве доказательства получения награды и молча ходит вокруг, убивая спящих бандитов, чтобы получить их награды. В конце концов раздается шум, и несколько бандитов начинают шевелиться. После того, как ему не удалось заполучить левую руку девушки, которую он убил, Кага телепортируется прочь и решает отступить в лабиринт, больше не желая рисковать на данный момент. Убивая монстров, он восстанавливает свой МП до максимума, а затем отправляется в лес, чтобы осмотреть 3 руки, которые он принес с собой. Когда Кага смотрит на свои руки, он осознает всю серьезность того, что он только что сделал. Однако он убеждает себя, что поскольку бандиты – это преступники, которые причиняют вред людям, другого выхода не было. Кага понимает, что бандиты не станут поднимать шум из-за убийства своих лидеров, поскольку это только спровоцирует нападение со стороны других бандитских группировок в момент их слабости. После этого Кага размышляет, как он может показаться рыцарем, ничего не подозревающим, когда получит вознаграждение. Учитывая, что он недавно обналичил одну из них. Измученный своими мыслями, Кага решает, что он сделал все, что мог, и отправляется спать. Наконец-то настал долгожданный день. Кага направляется на ночной вокзал и встречает человека, который присутствовал при том, как он впервые обналичил награду. Кага вручает ему разведывательные карты бандитов и проверяет свои собственные. Он успешно получает награды и радуется, потому что у него наконец-то достаточно денег, чтобы купить Роксану. По прибытии в особняк Алана Кага вручает ему деньги. Вскоре перед ним появляется Роксана, по какой-то причине извиняющаяся. Это беспокоит Кагу, так как он подозревает, что либо девушка работает на работорговца, либо она не хочет идти с ним. К счастью, Роксана извинялась за то, что сомневалась в том, что Кага придет за ней, хотя все остальное время она верила в него. Кага совершенно потрясен ее вежливостью и преданностью и убеждает ее не волноваться. Наконец-то контракт подписан, и Кага официально становится владельцем Роксаны. После покупки Роксаны Кага переезжает в новую комнату с двуспальной кроватью. Увидев волчьи уши Роксаны, Кага заинтересовался и спросил, можно ли ему их потрогать. Однако, заметив нервозность Роксаны, он быстро взял себя в руки. Кага упомянул, что он родом из далекой страны и не знаком с нормами этого мира. Он нежно улыбнулся и спросил Роксану, может ли она рассказать ему об этих нормах. Когда Кага сообщает Роксане, что она будет сопровождать его на поле боя, она становится заметно увереннее в себе. Позже, когда Роксана распаковывает свои вещи, Кага замечает, что она босиком. Кага дарит Роксане сандалии, которые он украл из конюшни, и обещает, что всегда будет беречь их как свой первый подарок. Затем хозяин и рабыня вместе отправляются за покупками. В конце концов, во время похода по магазинам они покупают комплект защитного снаряжения. Оливковое масло, столовые приборы, рюкзаки, носки, полотенца, фрукты, плащи и кое-что из нижнего белья. Проведя вместе незабываемый день, Кага и Роксон возвращаются в гостиницу. Роксон все еще чувствует себя неуютно, деля постель с Кагой как с простой рабыней, поэтому она решает сесть на пол. Однако Кага прижимает ее к себе, настаивая на том, что нет никаких проблем с тем, чтобы она спала на полу. Роксана рассказывает, что это норма для хозяев и рабов в этом мире,
но Кага считает эту традицию холодной и бессердечной. В возбужденном состоянии он объявляет, что она будет спать с ним на кровати. Роксина краснеет, но принимает ласку своего хозяина. Кага прижимает ее к себе, а затем Роксина встает, чтобы поддержать оружие. Оказывается, что Роксина также тщательно следит за сохранностью предметов, как и за их выбором. Она хочет использовать свою старую одежду в качестве тряпок для хранения оружия и предлагает Каге пойти поесть, пока она это делает. Однако Кага настаивает на том, чтобы они пошли куда-нибудь поесть вместе. Когда Роксана слышит это, она начинает раздеваться. Кага старается быть тактичным и отводит взгляд, хотя не может удержаться, чтобы не бросить несколько взглядов украдкой на Роксану. Он замечает, что у нее есть хвост, и клянется, что когда-нибудь потрогает его. Роксана продолжает ухаживать за ней, используя оливковое масло, которое они принесли ранее. В конце концов, им пора принять ванну. С колотящимся сердцем Кага просит Роксану потереть ему спину. После того, как она это сделает, Кага говорит Роксане, что теперь ее очередь. После того, как они помоют друг другу головы, ночь наполнится страстью. На следующее утро Кага просыпается рядом с девушкой. Как только он проснется, укачивай его и целуй. Похоже, что Кага велела ей делать это каждый вечер перед сном и каждое утро после пробуждения, и он чувствует себя счастливым, потому что удача наконец-то изменила ему в этой жизни. Несмотря на то, что Кага не хочет вставать с кровати, он начинает двигаться и объявляет, что пора отправляться в лабиринт. Пока Кага готовит свое снаряжение, он спрашивает Роксану о добавлении навыков к снаряжению. Роксана объясняет, что это можно сделать с помощью кристаллов умений, которые накапливают навыки монстров. Эти редкие предметы могут быть объединены с экипировкой кузнеца. Однако Кага задается вопросом, нужно ли ему будет получить профессию кузнеца, но Роксана сообщает ему, что эта работа исключительно для гномов. Она также не рекомендует этого делать, потому что есть вероятность, что процесс слияния завершится неудачей, а гномы, как правило, не любят прямых сделок. Даже если найти гнома, готового взяться за эту работу, это не гарантирует их надежности. Некоторым гномам удалось сколотить состояние, притворяясь, что процесс слияния потерпел неудачу. Позже они продают оборудование, наделенное навыками, по более высокой цене. Роксон упоминает, что все было бы по-другому, если бы кузнец был в дружеских отношениях с Кагой, подразумевая, что в этом могли бы быть преимущества. Услышав это, Кага предлагает добавить кузнеца в свою группу, что заставляет Роксану вздрогнуть. Кага замечает ее реакцию и быстро меняет тему разговора, даря ей в подарок кожаные доспехи. Поскольку доспехи слишком сильно подчеркивают ее фигуру, Роксана решает надеть куртку, которая больше подходит женщинам. После того, как они соберутся, дуэт отправляется в путь. Используя телепортацию, Кага доставляет Роксану прямо в лабиринт, избавляя их от необходимости преодолевать большое расстояние. Роксана впечатлена мастерством своего хозяина и начинает использовать свое острое обоняние, чтобы выслеживать добычу. У нее, как у волчицы, обоняние еще острее, чем обычно. Роксана предлагает отвести Кагу прямо к монстрам. Когда Кага соглашается, Роксана спрашивает, не может ли он одолжить ей волшебный кристалл. Монстры состоят из магической силы, и когда они побеждены, их магическая сила постепенно накапливается и образует магический кристалл. Храмы гильдии используют эти магические кристаллы в качестве источников энергии. Сбитый с толку, Кага спрашивает, зачем Роксане нужен магический кристалл. Она объясняет, что без магического кристалла вся магическая сила побежденных монстров пропадет впустую. Кроме того, магические кристаллы – это самые ценные предметы, которые можно приобрести в лабиринтах. Когер понимает, что все это время совершал ошибки, и девочка утешает его. Как трогательно. Решив купить что-нибудь позже, он уверенно направляется к монстру, которого Роксана учуяла раньше, и побеждает его одним ударом. Впечатляет. Они продолжают исследовать лабиринт, и Кага замечает, что волчий хвост начинает добровольно вилять. Он рад, что она наслаждается их совместным приключением. Через некоторое время парочка возвращается в гостиницу после удачного дня. Они набрали множество мешков с остатками еды из игольчатого леса. Сила Каги в сочетании со способностью Роксаны распознавать монстров – безупречное сочетание. Когда мальчик выражает свою благодарность девочке за ее услуги, она становится эмоциональной. Как это трогательно. С Роксаной, бедной маленькой новенькой, на ее последней вечеринке обошлись как с посмешищем. На самом деле в этом нет ничего удивительного, потому что кто бы воспринял ее всерьез? Они, вероятно, просто хотели, чтобы она не путалась под ногами, наблюдая за битвами как сторонний наблюдатель или подкрадываясь незаметно, нападая сзади. Но чудо, появляется Кага и решает относиться к ней по-другому. Как благородно с его стороны. И он даже приглашает ее сесть рядом с ним на кровать, как будто это какая-то особая привилегия. И уверен, что это заставило ее почувствовать себя такой важной персоной. А потом, как будто ничего более странного быть не может, он спрашивает, можно ли ему потрогать ее уши. Ну и чудак же он. И, конечно же, ему нужно знать, есть ли поблизости какая-нибудь еда из его драгоценного маленького
маленького мира. Потому что, по-видимому, он не может без нее выжить. Это так трогательно. И в довершение всего он упоминает о желании добавить в группу еще больше членов, чтобы сделать их сильнее. Как заботливо с его стороны включить Роксану в свой грандиозный план. Роксана, всегда сговорчивая девочка, не испытывает никаких проблем, когда мальчик приходит к выводу, что она согласна завести для него гарем. Как великодушно с ее стороны позволить ему тешить себя подобными фантазиями. И что же тогда делает наша дорогая Кага? Он пошел и купил не один, а целых 2 кристалла черной магии. Я думаю, ему нужна любая помощь, которую он может получить, чтобы компенсировать недостаток навыков или таланта. Эти кристаллы, очевидно, меняют цвет после убийства определенного количества монстров. Они становятся красными после 10, фиолетовыми после 100. Для него это как маленькая игра, не так ли? Как интересно. Но подожди, это еще не все. Он задается вопросом, есть ли предел цветам кристаллов, и ему говорят, что они становятся белыми после 1 миллиона убийств. 1 миллион. Ты можешь себе представить? Я думаю, некоторые люди соглашаются на жалкие 10 зеленых или 100 синих. Я полагаю, Кага воображает себя настоящим отличником. Так что они возвращаются в лабиринт, и, к своему удивлению, Кага с легкостью уничтожает всех врагов. Как впечатляюще. А что же делает Рокс Энд? Она предлагает подняться на следующий этаж. Конечно же, ей нужно сбить с толку бедного мальчика, который думал, что они спустятся вниз. Глупая Кага, она всегда все делает неправильно. А потом она сообщает, что лабиринты – это, по-видимому, живые существа, которые заманивают людей внутрь и поедают их тела. Кага, обладающий блестящим умом, интересуется, как можно уничтожить лабиринт. Я имею в виду, кто бы не хотел узнать, как уничтожить то, что предположительно является живым и поедает людей, верно? По словам Роксин, единственный способ добиться этого – победить босса на каждом уровне и достичь самого высокого уровня. Это достаточно просто, не так ли? Но нет, Кага хочет сделать еще один шаг вперед. Он хочет научиться побеждать сразу нескольких врагов. Потому что победить их одного за другим – это слишком большая работа для него. Поэтому он решает попробовать использовать заклинания, чтобы получить работу мага. Какая гениальная идея! Но бедный Кага, он не может использовать заклинания, потому что у него недостаточно маны. Как жаль. Но не бойся, потому что во время этой неудачи он замечает дополнительный навык, называемый улучшением кристаллизации. Как интригующе. Он задается вопросом, не связано ли это как-то с его драгоценными магическими кристаллами. О чудо! Победа над жалкими 30 монстрами вместо сотни на самом деле заставляет его магический кристалл становиться фиолетовым. Вау, какое достижение! А потом, в довершение всего, у Каги хватает наглости спросить Роксану, может ли она использовать какое-либо исцеление. Я думаю, он слишком слаб и некомпетентен, чтобы позаботиться о себе. Роксана, как знающая женщина, говорит Каге, что только монахи и священники могут использовать исцеляющие заклинания. Как удобно. Но чтобы получить эту работу, нужно победить монстров голыми руками. Ты можешь в это поверить? Так что, конечно же, Кага, всегда послушная девочка, говорит Роксане, чтобы она отныне сражалась голыми руками. Как это восхитительно. Но, о, сюрприз. Вскоре он понимает, что такой борьбы недостаточно. Поэтому он неохотно убирает свой драгоценный дюрандаль, оружие, которое может убить врага одним выстрелом. Вместо этого он достает меч Фраграч. Потому что, по-видимому, сейчас он хочет только нанести урон врагам. Как это тактично с его стороны. И, к его большому изумлению, Роксин оказывается на удивление искусен в рукопашном бою. В то же время, разве она не является просто воплощением мастерства? Она даже наносит завершающий удар монстру и получает должность монаха. Браво! Но давайте не будем забывать о Каге, который случайно убивает несколько монстров своим мечом. В конце концов, ему удается успешно манипулировать своими очками, и он тоже становится монахом. Какой чудесный момент! И, конечно же, после тяжелого рабочего дня они возвращаются в гостиницу, где хозяин и раб хвалят друг друга за хорошо выполненную работу. Как это мило! И как раз в тот момент, когда ты думал, что ночь не может стать более захватывающей, они снова вступают в страстную близость. О, как это романтично! И на следующий день они наконец оказываются перед комнатой босса на первом этаже лабиринта. Кага и Роксана оказываются в комнате ожидания босса только для того, чтобы Роксана сообщила им, что только одна группа может одновременно войти в комнату босса. Разве это не фантастика? Если 2 компании попытаются войти вместе, босс просто не появится, а дверь на следующий этаж не откроется. Так что в таком случае одна из сторон должна отступить. Как это волнующе! И, конечно же, врывается Роксана со своим вечно возбужденным блеском в глазах и спрашивает, не пора ли им уходить. О, какое радостное событие! Она даже упоминает, что иногда там остается оборудование, если предыдущая вечеринка закончилась. Как же им должно быть повезло, что у них в руках оказались какие-то остатки. Это действительно впечатляет, насколько беспечно она ко всему этому относится. Итак, они углубляются в комнату босса, где натыкаются на гигантского деревянного монстра под названием Дерево Ут. Роксана и Кага атакуют его, но, похоже, их усилия не оказывают существенного воздействия на чудовище. Даже предположительно могущественному Дюрандалю не удается прикончить его одним ударом. Какое разочарование. Но давай не будем терять надежду, не так ли? В конце концов, Удвуд всего лишь босс первого этажа. Так что благодаря постоянной помощи Рокси нескольким точным ударом Каге наконец удается разрубить монстра на части. Я полагаю, я рад за них.
После этого Кага, будучи наблюдательной, замечает, что Рокси, похоже, не осознает, насколько впечатляющими были ее движения во время битвы. Как же она забывчива. Тем временем Рокси решает поднять лист с земли. Потому что именно это вы делаете после победы над боссом, верно? А что делает Кага? Он открывает настройки ее задания, потому что это совершенно нормальное поведение. И что же он там находит? Он замечает навык под названием «Атака зверя» и видит, что у нее теперь есть новая работа под названием «Травник». Как это увлекательно. Очевидно, люди, занимающиеся этой работой, используют специальные листья для приготовления лекарств. В то время как атака зверей – это навык, который эти славные воины-звери используют для нанесения огромного урона монстрам. Оказалось, что Роксен не может использовать навык атаки зверей. Какой позор. Видишь ли, для использования навыков обычно требуется произнести соответствующее заклинание с идеальным произношением, акцентом и незначительными нюансами. И несмотря на то, что Роксана знает само заклинание, она просто не в состоянии им воспользоваться. Какое разочарование. С другой стороны, все заклинания Каги либо сокращены, либо урезаны, что делает весь этот навык совершенно непонятным для него. Я полагаю, это очень удобно для него. Так или иначе, парочка решает пройти через портал перед ними и оказывается на втором этаже лабиринта долины. Сюрприз, сюрприз, этот этаж выглядит точно так же, как и первый. Как это волнующе. Кага размышляет, смогут ли они вернуться и сразиться с первым боссом, но Роксин показывает, что это всегда возможно. Итак, гениальный мальчик решает вернуться и забрать лист, который дал Роксин ее драгоценную работу травника. Какой гениальный план. Но, конечно же, возвращение через портал выведет Кагу из лабиринта. Кага в своей безграничной мудрости теперь понимает, что попасть прямо в комнату босса, как он изначально думал, невозможно. Как это поучительно. Но он беспокоится, что Роксана может потерять уважение к нему как к своему хозяину, если узнает, что он не знал об этом раньше. Как это ценно. Итак, что же делает наш умный главный герой? Он притворяется, что все это было большим экспериментом, который дал интригующие результаты. Это просто гениально. Разве ты не знаешь об этом? Роксана купилась на его маленькую шараду. Какая же она доверчивая. После успешного выполнения своего блефа, Кага возвращается в комнату ожидания босса на первом этаже. И, о чудо, он побеждает босса, поднимает лист и становится травником. Браво, Кага. Теперь он может создавать лекарственные таблетки противоядия. Как это полезно. И когда он спрашивает об их назначении, Роксана сообщает ему, что в мире довольно много ядовитых монстров. Кага не может поверить, что никто раньше не удосужился рассказать ему о существовании этих лекарственных противоядий. Это просто шокирует. Так что, будучи осторожным человеком, он решает купить еще несколько таблеток на всякий случай. Но к его разочарованию, владелец магазина так и не предоставил ему 30% скидку, которую якобы дает его бонусный навык. Как это несправедливо. Похоже, что Кага вскоре осознает, что навыки, связанные с торгом, на самом деле зависят от умения вычислять, которое относится к классу торговцев. Как это поучительно. В любом случае, пока еще достаточно светло, Кага возвращается на второй этаж лабиринта. О, как это увлекательно. И с чем же он там сталкивается? С двумя монстрами одновременно. Как интересно. Один из них игольчатое дерево второго уровня, а другой зеленая гусеница второго уровня. Но не бойся, потому что наш храбрый герой легко побеждает этих ничтожных существ. Ух ты, какой подвиг. И в своей безграничной мудрости Кага решает спросить Роксану, будет ли количество монстров совпадать с номером этажа. Потому что, сам понимаешь, он вряд ли сможет разобраться в этом самостоятельно. Роксана поясняет, что количество монстров не увеличивается линейно с увеличением номера этажа. Напротив, оно увеличивается с каждым двукратным увеличением количества этажей. И так получается так. Один монстр на первом этаже, 2 монстра на втором этаже, 3 монстра на четвертом этаже, 4 монстра на восьмом этаже и так далее. Как это очаровательно. А разве ты не знал об этом? Следующий рой, с которым они сталкиваются, состоит из 2 зеленых гусениц. О, какие неприятности они причиняют бедному Каге, опутывая его своими волшебными нитями. Как это восхитительно. Но не бойся, потому что с помощью Роксаны ему в конце концов удастся преодолеть это препятствие. Какой триумф. Позже, когда Кага и Роксин прогуливаются по Вейл Плаза, Кага размышляет о приобретении многоцелевых заклинаний. Как это амбициозно с его стороны. И разве ты не знал об этом? Прямо в этот момент они натыкаются на бандита 3-го уровня, который грабит дом работорговцев, откуда родом Роксана. Кага решает назначить встречу с Аланом, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. И, к его большому удивлению, работорговец говорит, что это может быть как-то связано с человеком, которого Кага привез из деревни. Как это таинственно. Очевидно, за день до этого этот человек был продан группе из 3 человек. Они даже попросили немного времени на подготовку и объявили, что вернутся на следующий день. Но вот что интересно. Один из мужчин подозрительно разговаривал с рабом о Бендане вора.
Как странно. По-видимому, эта бендана не представляет интереса для обычных людей. Как это увлекательно. Так что, естественно, Кага начинает думать, что у деревенского жителя были какие-то связи с бандитами. И чем же он занимается? Он спрашивает о местонахождении этого деревенского жителя, и ему говорят, что он находится в незапертой комнате по просьбе покупателя. О, какая неизвестность. Но несмотря на риск тотального нападения бандитов, Алан остается невозмутимым. Алан, отважный работорговец, заявляет, что не намерен проигрывать простым бандитам. Какой ты смелый. Он убеждает Кагу не волноваться, так как у него тоже есть боевые рабы. Как это обнадеживает. Услышав это, Кага встает и шепчет Роксане, что им пора уходить. По его мнению, их задачей было предупредить Алена, и теперь ситуация с бандитами его проблема. Как удобно. Однако похоже, что Роксана обеспокоена. Несмотря на то, что она была рабыней, торговый дом хорошо о ней заботился. Особенно в одной доброй пожилой женщине, которая была особенно мила с ней на протяжении всего ее пребывания здесь. Как трогательно. Видя беспокойство Роксона, Кага быстро садится обратно и спрашивает Алана, не хотел бы он нанять его. Как это тактично с его стороны. Мальчик притворяется, что ему плохо из-за того, что раб, которого он привел, создает проблемы, хотя на самом деле он просто хочет что-то проверить. Роксен ценит щедрый жест Каги, и похоже, Алан все-таки решает нанять его. Как это восхитительно. Когда они вдвоем отправляются на смотровую площадку, Роксен начинает чувствовать себя неловко из-за того, что вел себя там эгоистично. Но Когер заверяет ее, что это не проблема. Ты такой понимающий. Он замечает, что ей просто следует быть осторожной в будущем, и говорит, что ее опасения – это и его проблемы тоже. Как это мило. А потом ночью Кага просыпается и удивляется, что Рокс целует его. Как неожиданно. Затем дуэт встречается с Аланом и его боевыми рабами, и группа ожидает следующего шага бандита. Алан собирает всех некомбатантов на втором этаже и просит Кагу присмотреть за ними. Он замечает, что не может подвергать своих драгоценных клиентов слишком большой опасности. Как ты заботлив. Отважный работорговец берет своих боевых рабов, чтобы отразить нападение бандитов, в то время как Кага и Роксин остаются позади его охраны. Как благородно. И не успевают они опомниться, как начинается битва. Когда Кага стоит на стреме, он замечает бандита третьего уровня, который, как они видели ранее, пялился на торговый дом и бежал к одной из комнат. Как интересно. И что же делает наш храбрый главный герой? Он понимает, что это его прекрасная возможность получить профессию мага. Как же он амбициозен. Так вот, он говорит Роксане, чтобы она оставалась здесь, и уходит. Какая смелость. До этого он пытался использовать свои бонусные навыки, чтобы вызвать падение метеорита, всплеск гамма-излучения и экстремальное падение замертво. Похоже, что ни одно из предыдущих заклинаний, которые Кага пытался применить, не сработало, потому что у него не было достаточного количества МП. Как жаль. Но не бойся, потому что есть два заклинания, которые он до сих пор не опробовал. Самоуничтожение и эквивалентный обмен. Однако у него не было возможности применить первое, так что пришло время попробовать второе. Этот навык потребляет как МП, так и HP, чтобы погасить HP противника. Как интригующе. Как только Кага произносит заклинание, раздается серия громких ударов, и он падает на землю. Как драматично. Его охватывает чувство подавленности, что указывает на то, что заклинание прошло успешно, но стоило ему значительного количества МП. Как дорого это обошлось. Как раз в этот момент появляется Роксин, а за ним Алан. Работорговец сообщает, что бандит сбежал в этом направлении. Он оглядывается по сторонам и замечает лужу крови с кусочками плоти. Как это ужасно. Однако Алан списывает это на то, что у бандита был шар самоуничтожения, а не на то, что он подозревал Кагу. Увидев лужу крови, Кага насторожился, осознав, что это мог быть он, если бы у него закончился первый запас здоровья. Как же это пугает. После этого он получает награду от Алана и отправляется в лабиринт, чтобы вернуть свой потерянный МП. Но все это время Роксин беспокоится о его состоянии. Какой заботливый. Довольно скоро Кага полностью восстановится, используя поглощение МП дюрандалем, и откроет настройки своей работы. Как здорово. И что же он делает? Он настаивает на использовании эквивалентного обмена, и его настойчивость окупается, когда он получает работу мага. Это впечатляет. Когда он видит, что заклинания начального уровня для огня, воды, воздуха и земли разблокированы. Он поворачивается к Роксане и спрашивает ее, какие заклинания обычно используют маги. Как любопытно. И что же раскрывает знающий волкокожий? Она говорит ему, что маги обычно используют заклинания трех типов. Те, которые наносят урон всем целям, те, которые создают стены, и те, которые уничтожают огненных червей. Шокировав Роксану своей недавно приобретенной силой, Кага начинает тестирование различных типов огненных заклинаний на первом этаже, а затем переходит на второй этаж. Как захватывающе. С помощью экспериментов ему удается разобраться в формах различных стихийных заклинаний. Как впечатляюще. Заклинание «Шар» позволяет атаковать только одну цель. Заклинание «Стена» создает защитный барьер. А заклинание «Буря» — это многоцелевая атака. Как это интригующе. И в сочетании с каждым типом стихии — огнем, водой, ветром и песком — они создают свою собственную магию. Как это волшебно. Теперь, когда он наконец получил класс мага,
Кага хочет в первую очередь использовать магию в бою, чтобы защитить Роксину, а не полагаться на Дюрандаль. Как благородно. Для достижения этой цели он планирует накапливать опыт, чтобы они могли повысить свой уровень и снизить риск того, что что-то пойдет не так. Какой стратегический подход. Однако переход к использованию магии оказывается неудобным для Каги на первом этапе, так как его заклинания еще недостаточно сильны. Какое разочарование. Он говорит об этом Роксане, которая сообщает ему, что маг обычно носит с собой посох. Как это информативно. Кагер замечает, что до следующего базарного дня пройдет некоторое время, но у Роксаны есть решение. Она рассказывает ему о постоянно действующем магазине в Куратере, который обслуживает путешественников, и там также есть большой лабиринт. Как удобно. Заинтригованный этой информацией, Кага решает, что возможно стоит проверить, и добавляет ее в свой список покупок. Как же это авантюрно. Довольно скоро дуэт прибывает в комнату босса на втором этаже лабиринта долины. И что же они там находят? Это гигантский жук. Какой отталкивающий вид. Несмотря на свое отвращение, Кага с легкостью уничтожает босса с помощью Роксаны. Дуэль продолжает свое приключение и поднимается на третий этаж лабиринта. И на что же они натыкаются? Булыжник третьего уровня, мини-гоблин с ножом, известный своими навыками боя на близком расстоянии. Как это увлекательно. Воспользовавшись этим знанием, Кага быстро использует свой огненный шар, чтобы одним выстрелом поразить маленькое существо. Как впечатляюще. Убив кучу кобольдов, Кага решает вернуться, так как он уже достиг 20 уровня. Как эффективно. Он продает дневную добычу и натыкается на даму, продающую мгновенную поездку в имперский город в один конец. По словам Роксаны, это довольно близко от Крадера. Обрадованный такой возможностью, Кага решает отправиться в путешествие и сообщает Роксане о своем плане. Однако, поскольку стоимость поездки рассчитана на одного человека, Роксана охотно остается в городе. Поскольку Кага может телепортироваться в Вейл и обратно в любое время, как только он доберется до Крайдера, он решает отправиться в путь один. Какой храбрый. По прибытии в имперский город он приходит в восторг от огромного размера гильдии искателей приключений, которая намного больше, чем Вейл. Это впечатляет. Он быстро берет себя в руки и не теряет времени даром. Кага спрашивает женщину, которая привела его сюда, может ли она пойти в Крайдер, и ему везет. Как же ему повезло. Добравшись до Крайдера, он замечает, что гильдия искателей приключений там намного меньше по сравнению с предыдущими городами. Как интересно. Затем Кага использует телепорт, чтобы вернуться к Роксане, которая тепло приветствует его возвращение. Как трогательно. В этот момент мальчик сильно израсходовал свой МП и падает в объятия Роксаны. Так как Кага очень устал, они вдвоем решают вернуться в гостиницу на целый день. Как это разумно. По мере того, как ночь сменяется их обычной близостью, Кага решает купить дом, больше не желая, чтобы Роксане приходилось мириться с жизнью в тавернах. Как ты заботлив. На следующий день Кага и Роксана прогуливаются по улицам Катара. Когда они приближаются к лабиринту, Кага замечает, что искатели приключений направляются внутрь и что-то делают перед входом. Заинтригованный спрашивает Роксану, что они делают. Роксана рассказывает, что люди, желающие попасть в лабиринт, должны заплатить вступительный взнос 1 числа. Раздраженный этим, Кага не может поверить, что ему придется платить каждый раз, когда он захочет войти. Внезапно раскачивается, притягивает его ближе и что-то шепчет ему на ухо. Она задается вопросом, могут ли они войти в лабиринт без необходимости платить, используя магию телепортации Каги. Какая же она умная. Кага хвалит ее за то, что она умная девочка. Прежде чем войти в лабиринт Куратер, Кага наконец-то приобретает деревянный посох, о котором давно мечтал. Как интересно. После этого он и Рокс отправляются на окраину города в поисках подходящего жилья. Как ты заботлив. Городок не слишком большой, но симпатичный и необычный, с приличным торговым районом. После тщательного обдумывания Кага решает поселиться на окраине Катара. Как это практично. Возвращаясь к лавочнику, который указал ему дорогу к оружейному магазину, Кага спрашивает, может ли кто-нибудь жить в этом городе, и что говорит леди. Она подтверждает, что там может жить любой желающий, если его интеллект, карты проверены. Других ограничений нет. В Куратере считается табу копаться в чьем-либо прошлом, так как люди из разных слоев общества становятся исследователями. Как это интригующе. Под умелым руководством владельца магазина Кага и Роксана смогли найти и обезопасить просторный дом в непосредственной близости от лабиринта, как удобно. Хотя они сталкиваются с некоторыми странностями, такими как заброшенный сад и несанкционированная каменная комната, оставленная предыдущим арендатором. Каге удается договорить о льготной арендной плате. Спасибо Роксане. Однако он втайне знает, что скидка на самом деле обусловлена его 30% скидкой на мастерство. Какой ты умный. После того, как они поселились в своем новом доме, парочка отправляется в лабиринт долины. Кага вооружается своим недавно приобретенным посохом и сталкивается лицом к лицу с зеленой гусеницей 3-го уровня. На втором этаже лабиринта. Низкоуровневой версии того же существа потребовалось 4 выстрела, чтобы его прикончить. Однако при использовании деревянного посоха для более высокоуровневой версии требуется всего 4 выстрела, чтобы прикончить это существо. Как впечатляюще. Завершив свой тест, Кага возвращается в Вуаль на последнюю ночь, испытывая ностальгию по всем воспоминаниям, которые он там оставил. Как
какой же он сентиментальный. Когда Роксана приезжает, чтобы сопровождать его, они вдвоем воссоздают ту самую первую ночь, которую они провели вместе, полную страсти, близости и тепла. Как романтично. Их последний физический опыт в гостинице не мог быть лучше. Утром Роксана сидит рядом с Кагой и вспоминает, как он заботился о ней в первый раз. С улыбкой на лице она заверяет своего хозяина, что в будущем он будет заботиться о ней еще много раз. Чувствуя себя ошеломленным словами Роксаны, Кейджер понимает, что она помогла ему вырасти как личности. Как трогательно. Попрощавшись с хозяином гостиницы, Кага и Роксон прибывают в свой новый дом. Пока Роксон занимается обустройством их жилища, Кага отправляется исследовать лабиринт в Куратере. Оглядевшись по сторонам, он обнаруживает, что рыцари в Куратере занимаются исключительно бизнесом и даже продают карты лабиринтов. Как удобно. Кага платит вступительный взнос и входит в лабиринт в первый раз. Несмотря на схожесть структуры с лабиринтом Вуали, лабиринт Куратер гораздо более многолюден и отличается от него во многих отношениях. Найдя место, где поблизости нет никаких вечеринок, Кага устанавливает свой телепорт и направляется обратно в свой дом, гарантируя, что плата за вход в лабиринт не потребуется. Будущее. Какой ты умный. Когда Кага возвращается домой, Роксин тепло приветствует его с возвращением, хозяин. Как это трогательно. Я рад слышать ее слова. Кага приходит в восторг и начинает ласкать Роксин, но их интимный момент прерывается громким стуком. Однако нет худа без добра, это доставка мебели, которую они заказали. Как удобно. Когда его спрашивают, хочет ли он, чтобы вещи доставили в его комнату, Кага отказывается, не желая, чтобы незнакомый человек заходил к нему в дом. Он хочет избежать возможных неприятностей на случай, если кто-то кроме него сможет воспользоваться телепортом. Тем не менее, теперь, когда мебель наконец доставлена и их дом обретает форму, Кага и Роксана с радостью проводят вместе ночь своего вступления в должность в своем новом жилище. В очередной раз просыпаясь от поцелуев Роксаны, Кага радуется новому утру. Как романтично. Некоторое время спустя они вдвоем пробираются в лабиринт каратистов. К удивлению Такаги, несмотря на то, что лабиринт переполнен, ни одному человеку еще не удавалось пройти его целиком. Как же это сложно. Самый высокий этаж, достигнутый на данный момент, 91-й, что несколько обескураживает Кагу, поскольку им предстоит пройти еще долгий путь. Тем не менее, дуэту удается попасть в комнату босса на первом этаже, несмотря на длинную очередь исследователей, ожидающих своей очереди. Как впечатляюще. Внезапно появляется босс-воин в доспехах. Несмотря на свою несколько устрашающую ауру, воин в доспехах оказывается до смешного слабым, и его легко победить. Как же это удивительно. Когда они поднимаются на второй этаж, Роксана сообщает Каге, что здешние монстры тоже слабые булыжники. Чувствуя разочарование, Кага решает вернуться на целый день, думая, что это не стоит их времени. Однако, чтобы развеять его уныние, они приступают к проекту по восстановлению заброшенного сада и идут к продавщице, чтобы купить семена трав. Купив необходимые инструменты и семена, этот дуэт усердно работает вместе и полностью превращает уродливый двор в чудесный огород. Как впечатляюще. После этого Кага осматривается в поисках ванны для стирки белья, согласно просьбам Роксаны. Пока Кага искала ванну для стирки белья, на нее снизошло озарение. Он понял, что очень большую ванну можно превратить в баню внутри каменной камеры, и он планирует поделиться этой идеей с Роксаной. Как это продуманно. Фага ухватился за эту идею и купил ванну за 2000 нар. Как удобно. Некоторое время спустя они вдвоем продолжают исследовать лабиринт и подниматься по его этажам. Занимаясь своей жизнью, они находят идеальный баланс между исследованиями, общением и развлечениями. Как это восхитительно. Однако с течением времени трудности в лабиринте возрастают, и они сталкиваются со все более грозными боссами-монстрами. Столкнувшись с этими врагами, Кейджер понимает, что перестал бояться монстров в этом мире не потому, что привык к ним, а по какой-то другой причине. Кажется, Кейджер понимает, что перестал бояться монстров в этом мире из-за Роксаны. Она не только сражается без страха, но и находит в этом счастье. Однако осознание этого приводит к появлению противника по имени Бип-овца, обладающего уникальной магической способностью, которая усыпляет людей. К сожалению, Кага становится жертвой заклинания, а Роксинг получает травму от серии ударов. Это приводит Кагу в бешенство, и он выкладывается по полной в своей атаке. С невероятной скоростью он использует дюрандаль, чтобы сеять хаос, переключаясь между фехтованием и наложением исцеляющих заклинаний, чтобы омолодить Роксану и уничтожить Бип-овцу, полностью восстановив ее здоровье. Несмотря на то, что Каге удалось преодолеть препятствие, эта встреча заставляет его осознать свою непреднамеренную самоуспокоенность, которая поставила под угрозу и его самого, и Роксану. Как это тревожно. Решив, что для одного дня они изучили достаточно, пара возвращается домой. После этого наконец-то прибывает большая ванна, которую заказал Кага. Как удобно. Воспользовавшись моментом, Кага не упускает возможности познакомить Роксану с концепцией купания, что приводит к очень интимному моменту между ними. Как романтично. Благодаря инновационному мылу, созданному Кагой, их близость приобретает волнующее измерение.
Пока Роксана погружается в сон, Кага борется с чувством вины, вызванным травмой Роксаны, нанесенной последним боссом-монстром. Он решает, что включение еще одного воина в их отряд необходимо для укрепления их обороны. Без промедления Кага решает побродить по какому-то дурацкому лабиринту, заполненному монстрами-кроликами. Ты можешь в это поверить? Это монстры-кролики. Так или иначе, он убивает этих жалких созданий и забирает их шкурки, потому что, очевидно, какие-то идиотские магазины одежды готовы заплатить за них приличную сумму. Я имею в виду, кому вообще захочется носить кроличьи шкурки. Это так низко и нелепо. Но подожди, это становится еще более захватывающим. Бродя по окрестностям, Кага и его спутник случайно натыкаются на сундук с сокровищами. Вау, это было совершенно неожиданно. Я сижу на краешке стула. А потом, после всех этих ошеломляющих исследований, они наконец добираются до комнаты босса на 7-м этаже. И угадай что? Им доставляет удовольствие сразиться лицом к лицу с быстрым кроликом. Какое оригинальное название, тебе не кажется? Ну что же, у этого так называемого босса нет ни единого шанса против Каги и его мощного подавляющего приема. Какой сюрприз, не так ли? И знаешь что? После победы над этим не вызывающим восторга боссом, они обнаруживают, что в качестве добычи им достается высококачественное мясо. Роксана, великий кулинарный гений, творит свое волшебство и превращает это жалкое мясо в то, что они называют жаркое по схеме. Так вот, насладившись этим якобы изумительным вкусом, Кага в своей безграничной мудрости решает, что это блестящая идея еще раз бросить вызов быстрому кролику. Но держись за свое место, потому что сейчас произойдет неожиданный поворот, которого ты так долго ждал. Пробираясь по лабиринту, они натыкаются на еще одно жалкое подобие искателя приключений. Этот парень несколько лет тщательно готовился к встрече с быстрым кроликом. И вот еще что. Этот одинокий искатель приключений на самом деле верит, что победа над быстрым кроликом каким-то образом сделает его членом партии. Поговорим о мании величия. Я серьезно, неужели он так отчаянно нуждается в общении? Итак, наконец-то настал момент, когда этот невежественный авантюрист должен сделать свой ход. Он входит в комнату босса, глупо полагая, что удача наконец-то повернулась к нему лицом. О, как сладок вкус наивности. И, конечно же, поскольку Кага такой святой, он видит это жалкое подобие одинокого искателя приключений и решает посочувствовать ему. Кага, зацикленный на себе дурак, видит себя в ветеране лабиринта, потому что, по-видимому, им обоим нравится погрязать в собственной жалости к себе. Это большой сюрприз. Двигаемся дальше. Кага и Роксана входят в комнату босса, как будто они думают, что они очень важны. И что же они там находят? О, как таинственно, быстрый кролик уже ждет их. Пока что это нечто новаторское. Кага в своей безграничной мудрости решает использовать свой драгоценный подавляющий прием, чтобы прикончить босса, как будто он какой-то герой. Но знаешь что? Босс падает без каких-либо проблем. Точно так же, как и любой другой босс, с которым они сталкивались. Я знаю, это шокирует. И вот теперь гениальный винтик остается только чесать в затылке, гадая, что же сделало эту встречу такой особенной. Может быть, ему стоит вложить немного мозговых клеток и разобраться в этом самому. Кага, великий наблюдатель, замечает вдалеке какое-то оборудование, оставленное предыдущей группой. Как неосторожно с их стороны. А затем, словно удар молнии, оно поражает Кагу. Это снаряжение на самом деле принадлежит бедолаге-одиночке-искателю приключений, который отправился туда раньше них. Какая трагедия. Похоже, что могучий быстрый кролик оказался не по зубам этому опытному искателю приключений, что привело к его неизбежной гибели. И, конечно же, то, что он стал свидетелем этого события, оказало глубокое влияние на нашего дорогого Кагу. Ему пришлось столкнуться с тревожной истиной о том, что искатели приключений часто встречают свой безвременный конец в коварных пределах этого лабиринта. Я думаю, Кага думал, что он непобедим или что-то в этом роде. Но подожди, это становится еще более драматичным. До него доходит, что он и Роксана не застрахованы от подобной участи. У него перехватывает дыхание. Ты можешь в это поверить? Они действительно могут столкнуться с опасностью и потенциально погибнуть. Это просто шокирует. Я уверен, что эта мысль не дает Каге спать по ночам, размышляя о собственной смертности. И в своем подавленном состоянии Кага ищет утешение в утешительном присутствии Роксаны. Кага, вечный мыслитель, похоже, не может передохнуть, даже когда девушка, с которой он находится, крепко спит. Он бодрствует, размышляя над глубинным смыслом всего этого. Стоит ли вообще переходить по этим шатким мостам, которые могут предложить лабиринты? Переживая экзистенциальный кризис, мальчик задается вопросом, зачем он вообще пускается в это сомнительное путешествие. Я думаю, он наконец-то осознал абсурдность всего этого. Но подожди, как раз в тот момент, когда Кага погружается в пучину отчаяния, Роксана просыпается. О, как это удобно! Беспокоясь за своего так называемого хозяина, она снова утешает его, прижимая к своей теплой груди. Потому что, по-видимому, это все, что нужно, чтобы разрешить экзистенциальный кризис потерянного мальчика. На следующее утро Кага просыпается рядом с Роксаной, преисполненной решимости преодолеть свое затянувшееся чувство отчаяния. Наш храбрый Кага, столкнувшись лицом к лицу с монстрами лабиринта, решает преодолеть свои эмоциональные барьеры.
В своем стремлении к этой высокой цели он клянется стать сильнее. А потом этот динамичный дуэт продает ценные кроличьи шкурки, которые они собрали. И что же наш влюбленный герой делает с вырученными деньгами? Он решает купить две изысканные шелковые кофточки для Роксаны. А разве ты не знал об этом? Она ценит этот жест и обещает надеть одну из таких кофточек для Каги вечером. Некоторое время спустя наша храбрая Кага решает сразиться не с одним, не с двумя, а с тремя монстрами 7-го уровня на 7-м этаже. Но что же это такое? Его мысли отвлекаются на Роксану в той шелковой кофточке, которую он ей купил. Как все предсказуемо. И, конечно же, из-за этого отвлечения встреча принимает опасный оборот для нашего замечательного мальчика. И тут появляется могучий пузан, похожий на быка-монстр, который бросается на Кагу и ранит его драгоценный мизинец. Какая трагедия. Но не бойся, ведь магические способности нашего героя позволяют ему быстро восстанавливаться. И как раз в тот момент, когда ты думал, что дальше уже ничего интересного быть не может, Кага и Роксин разделяют интимный момент во время купания. Какой скандал. И что же ты знаешь? Мальчик пользуется этой возможностью, чтобы познакомить девочку с понятием орального удовольствия. И в довершение всего Роксин надевает по ночам шелковую кофточку. Кага, мастер наблюдения, видит красоту Роксаны в этой шелковой кофточке и радуется, что купил ее. Я уверен, что их выбор одежды имеет первостепенное значение в их опасном путешествии. Но подожди, следующий день принесет долгожданный прорыв для нашего динамичного дуэта. Наконец-то их усилия окупились. Им пришлось немного повоевать с группой чудовищ. Но вот, о чудо, монстр роняет желанный камень умений в качестве добычи. Очевидно, именно этот камень пользуется большим спросом у могущественных гномов-кузнецов. Он позволяет им наделять снаряжение магическими способностями. Но, конечно, даже при таком значительном прогрессе Кага не может не волноваться. О, как это удивительно! Так как они скоро прибудут на 8-й этаж, где количество монстров снова увеличится, наш дорогой мальчик чувствует необходимость серьезно расширить свой отряд. С камнем мастерства в руках Кага размышляет о местонахождении кузнеца. Вместе с Роксаной он готовит восхитительный ужин. Потому что, знаешь, ничто так не говорит о романтике, как обсуждение твоей неминуемой кончины за вкусным ужином. А потом Кага сбрасывает бомбу на бедную девочку. В свете своих недавних встреч и переживаний, Кага принял очень мудрое решение составить свое последнее завещание. Я уверен, что это именно та беседа за ужином, о которой все мечтают. Но подожди, это еще не все. Он оговаривает, что после его кончины Роксане должна быть предоставлена свобода. Как это великодушно. Я думаю, он наконец-то понял, что она заслуживает лучшего, чем он. Но что же это такое? Роксана отказывается от этого столь щедрого предложения. Это так бескорыстно. Она рассматривает смерть Каги как личную неудачу и выражает желание разделить с ней ту же участь, если такое случится. Услышав эти слова, наш дорогой Кага наконец признает чувства Роксаны и заявляет, что пришло время расширить свою партию. И вот он отправляется на поиски нового члена, нанося визит никому иному, как Алану. Какова его цель? Приобрести раба-гнома, который разбирается в кузнечном деле. Но, увы, у бедного Алана есть только один раб-гном по имени Черри. Возможно, ей столько же лет, сколько Роксане, но ей не хватает навыков кузнечного дела и ведения боя, которые требуются Кейджеру. Но не волнуйся, потому что Шерри описана как невысокая, стройная и симпатичная девушка. И не только это, она кажется еще и довольно зрелой. И чтобы добавить драматизма, девочка показывает, что обладает 10-м уровнем исследователя, который обычно является необходимым условием для получения навыка кузнеца. Однако похоже, что этот навык у нее так и не проявился. Он задается вопросом, какие абстрактные и сложные условия необходимы для того, чтобы работа кузнеца проявилась у гнома. Он понимает, что было бы пустой тратой времени отказывать Шерри только потому, что она не кузнец. Несмотря на свои недостатки, Шерри искренне просит Кагу купить ее. Я уверен, что она видит потенциал в том, чтобы присоединиться к их партии, даже не будучи кузнецом. И когда Алан и Шерри на мгновение выходят из комнаты, Роксана проницательно замечает одну физическую черту Шерри – ее маленькие ушки. Обычно у гномов такие маленькие ушки указывают на преклонный возраст. Но не бойся, Алан поясняет, что на самом деле это врожденное заболевание и подтверждает, что истинный возраст Шерри такой же, как и у Роксаны. В свои 16 лет работорговец настаивает на Шерри, используя те же характеристики в качестве темы для разговора, точно так же, как он поступил с волчьей шкурой. Но не бойся, потому что наш умный Кага в итоге снизил цену с 300 нар до 177,8 нар. Я уверен, что он очень гордится своими навыками ведения переговоров. С одобрения Роксина мальчик наконец-то приобретает Шерри. Однако он по-прежнему не уверен в ее затуманенной реакции на раскол 2 числа. Это ревность или что-то совсем другое? После заключения сделки Роксана представляется Шерри как рабыня номер 1. И вот вместе с недавно приобретенным гномом Кага присоединяет ее к своей компании и разрабатывает план, согласно которому Шерри будет участвовать в экспериментах с навыками. Они сопровождают Кагу, когда они передвигаются по городу. Во время их экскурсии Шерри выражает удивление магическими способностями
способностями Каги, особенно его заклинанием телепортации. По прибытии в дом Каги Роксана сообщает Шерри, что она может сесть и поужинать вместе с ним. Когда они садятся, Шерри упоминает о многочисленных работах Каги. Любопытствуя, Кага спрашивает, знает ли Шерри кого-нибудь еще с несколькими работами, на что она отвечает, что это только из мифов о Каге. Боги. Но подожди, это еще не все. Мальчик рассказывает, что он стремится раскрыть скрытые способности Шерри к кузнечному делу. И чтобы начать это путешествие, Кага вооружает Шерри молотком или кувалдой в качестве оружия, подходящего для будущего кузнеца. Шерри находит справедливое отношение Каги к рабам удивительным, когда с ней разговаривают с такой добротой. Похоже, что обращение с рабами как с равными, а не просто как с собственностью, не является нормой в их мире, но несмотря ни на что, это долгожданное изменение. Шерри выбирает деревянную дубинку в качестве своего оружия, и Кага не может не заметить ее огромную силу, когда она размахивает тяжелым оружием. Без особых усилий. Заботливым жестом Кага дарит Шерри камни и новые кожаные туфли, а также передает свои украденные сандалии. И в дополнение к обмену модными вещами, карлик также получает кожаную куртку, которую Роксана не могла надеть из-за своей роскошной фигуры. Позже, во время разговора с Шерри, Кага обнаруживает интересный факт. Кристаллы умений можно комбинировать с экипировкой только в том случае, если их ячейки для умений пусты. Но вот в чем загвоздка. До сих пор никому не удавалось увидеть эти ячейки для умений. За исключением Каги, конечно. И вот после этих взаимодействий группа отправляется исследовать лабиринт. Готовый продемонстрировать свои удивительные навыки владения мечом, Кага хвастливо убивает монстров. Но, похоже, на гномиху Шерри больше всего произвели впечатление великолепные уклонения Роксаны от атак. Когда они возвращаются домой, Шерри обнаруживает, что Кага может использовать заклинания без заклинаний и в настоящее время находится на 33 уровня. Как удивительно. Роксана тоже удивлена этим достижением, учитывая, что не так давно Кага была только на 20 уровня. Но этому есть объяснение. Кага набирает очки опыта на 100 очков быстрее, чем другие. Позже они втроем собираются вместе, чтобы поужинать. Но даже в этот момент Шерри все еще не может поверить, что она может получить такое простое удовольствие, учитывая, что она всего лишь рабыня. Роксана приглашает Шерри сесть рядом с ней, а Кага берет на себя роль прислужницы. Однако он едва не подает Шерри первой, за что получает неодобрительный взгляд от Роксаны. Как же он напряжен. Но холодок по спине заставляет Кагу поспешно подать Роксане первую порцию. Это действительно мудрое решение. Во время обсуждения за ужином Кага делает удивительное открытие. Он узнает, что есть работа, предназначенная исключительно для людей. Как это интригующе. В отличие от специфической профессии гнома-кузнеца, единственным титулом, присущим только их виду, является маньяк. Это возмутительно. И в ответ Кага кричит, что не так с людьми. Как это забавно. Вместо того, чтобы прятаться от своей человеческой стороны, Кага полностью принимает ее и приглашает девочек принять ванну. Какая смелость. Позже, во время купания, Роксана обучает Шерри уникальной технике очищения тела Каги. Как это необычно. Когда обе девочки сидят по обе стороны от него, Кага чувствует себя счастливым. Как же ему повезло. С наступлением ночи Кага снова совершает грубую ошибку, случайно целуя Шерри на глазах у Роксаны. Как неловко. Встретив леденящий взгляд Роксаны, он быстро оправдывает заказ, придумывая лучшую причину для последнего, которую Роксана принимает. Как умно. Учитывая полученные уроки, Кага начинает интимную встречу с Роксаной. Как же это интимно. Кага также следит за тем, чтобы Шерри чувствовала себя комфортно и помогает этому карлику пережить этот момент. Но подожди, дальше будет еще лучше. Роксана решает включиться в действие, и внезапно все это превращается в грандиозный опыт. И как раз в тот момент, когда ты думал, что большего абсурда быть не может. С наступлением рассвета Кага просыпается с удивительным осознанием того, что ему дали очень престижную должность хлопающий маньяк. Это классно, я знаю. Но и мальчик на самом деле наслаждается результатами этой нелепой работы. Предполагается, что это повышает его выносливость, интеллект и магические способности. И вот еще что, к этому даже прилагается специальный навык, называемый атака воздержания. Так вот, Кага со всей своей мудростью решает принять этот новый аспект себя. Он собирает свой маленький отряд рабов и смело заявляет о своем намерении создать гарем. А разве ты не знал об этом? Кага умудряется обзавестись не одной и не двумя, а 3 компаньонками, чтобы пополнить свою маленькую коллекцию. У нас есть кошка Мария, драконокожая Веста и эльфийка Рутина. Итак, перенесемся на 10 лет вперед с того момента, когда Кага первый украсил этот мир своим присутствием. Кага возвращается к исходной точке, окруженной 5 прекрасными дамами разных рас. И на что же у них хватает наглости? У них хватает наглости спросить его, какого черта они все делают в какой-то скучной, заурядной
бедной фермерской деревушке. Он говорит им, что это место он посетил давным-давно, еще до того, как встретил Роксану. Кага ведет свою свиту в конюшню, где он впервые проснулся. Он даже гладит там лошадь, размышляя, та ли это лошадь, с которой он столкнулся много лет назад, или это какая-то случайная замена. Когда они выходят в поле, Кага замечает маленького мальчика по имени Мио, у которого, к счастью, точно такие же волосы, как у него. Ну что же, какое совпадение. И поскольку имя ребенка немного напоминает его собственное Митио, Кага с абсолютной уверенностью заявляет, что этот мальчик и есть тот самый мальчик. Подходящий возраст. Так вот, Кага вспоминает ночь, которую он провел с этой загадочной красавицей. Вдохновленный своими воспоминаниями, решает немного поболтать с мальчиком и спрашивает о его родителях. Мальчик говорит, что его дорогой старый папа ушел из жизни еще до того, как удостоился чести украсить этот мир своим присутствием. Но не бойся, потому что Кага сверкает нежной улыбкой и вручает малышу меч под названием Ятаган Ярости, чтобы он отдал его матери. Прежде чем их пути разойдутся, Кага решает поделиться с ребенком своей мудростью. По сути, он говорит ему, что только то, что он владеет мечом, не делает его сильным. Затем он извиняется перед Роксаной за то, что отдал меч, который изначально подарил ей. Но, конечно, Роксана, будучи лучшей девочкой, похоже, не возражает. Вместо этого она просто спрашивает, кем был этот ребенок. Так вот, Кага просвещает ее, говоря, что на самом деле никогда раньше не встречал этого ребенка.